Тело, масса которого 100 грамм, начинает двигаться равноускоренно. В течение 4 секунд проходит 80 сантиметров. Определите величину силы, действующей на тело, если сила трения равна 2 на 10 минус 2 ньютона. Какая потребуется сила, чтобы тело, пройдя указанное расстояние, продолжало двигаться дальше равномерно? Масса тела равна 100 грамм. В течение 4 секунд, время равно t, 4 секунды, тело проходит расстояние 80 сантиметров. При этом действует сила трения равна 2 на 10 минус 2 ньютона. Требуется определить силу, которая действует в период ускорения F1 и силу, которая требуется для того, чтобы пройти дальше отрезок. Так, тело двигается равноускоренно, 80 сантиметров, длина равноускоренного движения тела. Оно прошло за 4 секунды. Это 80 сантиметров. S равно 80 сантиметров. И T равно 4 секунды. Нужно определить силу, которая действует на этом участке F1. А дальше тело, ускорение закончилось, и оно должно двигаться равномерно. Нужно определить силу, которая нужна для того, чтобы тело дальше двигалось равномерно. На этом участке и на этом участке у нас действует сила трения. Определим, напишем это в трение, которое действует, естественно, против тела движения. И на этом участке тоже есть эта же самая сила трения. В равноускоренном движении записывается таким образом: v0 умножить на t плюс 1/2 at квадрат. Поскольку v0 начальная скорость здесь равна нулю, можно сказать о том, что s равно просто, это слагаемое равно нулю, v0 равно нулю, s равно 1/2 at квадрат. Отсюда можем определить а, ускорение, с которым двигалось тело. А равно 2s делить на t квадрат. Давайте его посчитаем для того, чтобы было легче. Дальше равно 2 на 80 сантиметров и делить на t квадрат. 16 секунд в квадрате. Все поднимаем в квадрат. Равно. Здесь у нас сантиметры, здесь секунды. Для того, чтобы было в одной системе, нужны метры в секунды, поэтому заменим сантиметры на метры. Как это делать? 2 умножить на 80. А сантиметры что это? Это метр, деленный на 100. 1 сантиметр – это 100-я часть метра. И делится на 16 секунд в квадрате. Равно 100 уйдет вниз, а метры будут числители. Пишем 2 на 80 на метры. Здесь у нас будет 100. Это множится на 16 секунд в квадрате. 16 и 80 можем разделить. Это будет здесь 5. Получится 10 метров. Делится на 100 секунд в квадрате. Либо равно разделим 0,1 метра за секунду в квадрате. Благодаря вот этой формуле определили, с каким ускорением здесь двигалось тело. Теперь, что получается? Для того, чтобы тело двигалось с этим ускорением, во-первых, оно имеет массу, во-вторых, против него еще действует сила трения. Итак, та сила, которая его будет двигать с этим ускорением, работает против силы трения. Можем записать F1 минус F трения равна вот этой силе, которая делает ускорение для этого тела. M умножить на A. То отсюда F будет равно просто. А у нас известно, масса известна, сила трения тоже известна. Можно посчитать, чему будет равно сила F1, которая будет действовать на вот этом участке. Равно масса умножить на ускорение и прибавить F трения. Итак, масса это 100 грамм. Сразу переведем в килограммы. Будет 0,1 килограмма. Множится на 0,1 метра за секунду в квадрате. И прибавить 2 на 10 минус 2 ньютона. Равно. Перемножим вот эти значения. 0,01 килограмм на метр на секунду в квадрате. Прибавить 2 на 10 минус 2 ньютона. А вот это что у нас? Это у нас ньютон. Так переписываем. Это будет 1 на 10 минус 2 степени ньютонов. 1/100. Прибавить 2 на 10 минус 2 степени ньютона равно 3 на 10 минус 2 степени ньютона. Таким образом, мы определили, что на участке, которым тело движется с ускорением, оно движется под действием силы F1 равно 3 на 10 минус 2 степени ньютона. Когда действие этой силы заканчивается, на этом участке идет равномерное движение. В данном случае, для того, чтобы было равномерное движение, а здесь существует сила трения, это сила, которая должна быть приложена для того, чтобы было равномерное движение, будет равна силе трения. Иначе в противном случае просто тело, если эту силу не приложить, оно остановится. F2 на вот этом участке должна быть равна сила трения. Так и напишем F2 равно F трения. Либо равно 2 на 10 минус 2 степени ньютона. Если бы эту силу не прикладывать к телу на этом участке, тогда постепенно просто установится F трения, будет тормозить. Итак, F1 у нас равно 3 на 10 минус 2 степени ньютона, а F2 на участке, которым тело двигается уже равномерно, должно быть равно силе трения, либо равно 2 на 10 минус 2 степени ньютона.